Всем привет. Сегодня у нас расклад «Летняя ловушка». Почему ты лето ждала вместо того, чтобы жить тогда, когда ты есть? Не знаю, как назову, наверное. Напишу, почему я жду лета вместо того, чтобы сейчас жить. И знаешь, надеюсь, все у тебя хорошо. Премьера. Сегодня для меня 1 января, для тебя должно быть 15 июня, вечер. Надеюсь, надеюсь, что снег к тому времени растает. Шутки шутками, давайте начнем расклад. Итак, тут вариантов нет, кстати. Почему ты откладываешь жизнь на потом? Ну, знаешь, что тут интересно. Ты подсела на ожидание праздника. Прямо вот подсела, как на запрещенные вещества. Сидишь дома, вроде все хорошо, да, стабильность, бытовуха, рутина, как говорится, все знакомо. И мечтаешь о лете, как вот о награде, которая вот-вот она придет скоро. И эти мечты дают тебе кайф. Они заменяют тебе саму жизнь. Вот подумай об этом. Ты потому что получаешь удовольствие не от событий, нет, а от предвкушения. Вот знаешь, как говорят, ожидание праздника лучше самого праздника. Вот ты не от самого события удовольствие получаешь, а от ожидания. То есть, например, не от отпуска, а от планирования отпуска, да? Не от встреч там с подругами, друзьями, а от мысли об этих встречах. И знаешь, что страшно? Это зависимость. Ты зависима от своих фантазий о будущем. Они тебя изнутри греют, а ощущения дают, что впереди что-то хорошее. И вот стоит только вот дотерпеть, да, и начнется настоящее. А знаешь, в чем фишка? Почему страшно? Потому что настоящее не начинается. Потому что когда вот лето пришло, сегодня для тебя 1 июня, ты начинаешь ждать осень. Или следующее лето. Или, например, июнь не удался у тебя, да, ты ждешь июль. Ну или там Новый год. То есть всегда есть какое-то потом, которое будет лучше, чем сейчас. То есть ты привязана к этому комфорту ожидания. Потому что для тебя ждать безопаснее, чем делать, да? Планировать приятнее, чем рисковать, а мечтать легче, чем проживать. И это тебя держит. Ты как в золотых кандалах. Вроде не больно, вроде даже красиво, но ты с места не двигаешься. Твой дом, да, твоя там бытовуха, рутина и так далее, привычки твои, они ловушкой стали. Уютной, приятной, но ловушкой. Откуда ты смотришь в окно и ждешь, когда жизнь начнется потом. Но сама она не начинается. И не начнется, никогда не начнется, пока ты сидишь и ждешь, жизнь-то мимо проходит. А ты кормишь себя мечтами о лете. Хотя 15 июня. Ты мечтаешь, вот пока дождики, вот скоро июль будет теплее, вот скоро август, там бархатный сезон, вот скоро золотая осень. А ты ничего не сделала. Что хорошее ты боишься потерять, если радоваться начнешь сейчас? А ты боишься, что за счастьем, если рванешь, тебя это уничтожит. Прям полностью до последней капельки. Потому что опыт был. Ты уже пробовала жить на полную катушку. Вот момент хватало. Делала, что хотела, там неслась вперед без оглядки. И это кончилось катастрофой. Тебя, как говорится, уложило. Все 10 ножей в спину. Кто-то предал, что-то рухнуло, мир развалился.
после того раза ты решила, что быть осторожней важнее, чем быть счастливой. И теперь ты боишься повторения. Боишься, что если позволишь себе радоваться сегодня, да, то завтра придет расплата. Что счастье — это приманка в ловушку, что за каждый хороший день платить нужно будет 10 плохими. Ты себя от боли охраняешь через отказ от радости. А логика какая у тебя? Вот, если я не радуюсь, значит нечего терять. Я была рада человеку, а он умер. Да, потому что десятку мечей можно, как сказать, трактовать как смерть человека. Поэтому у тебя вот перевернулось все. И ты живешь в эфемерном завтра, потому что сегодня было больно. И у тебя в голове, если не живу полной жизнью, значит падать будет не так больно. И это страх повторения травмы. Вот тот удар, да, был настолько сильным, что до сих пор вот не оправилась. И теперь любой порыв вперед, он вызывает у тебя панику. Тело, потому что помнит, душа помнит. И мозг орет: нет, туда не надо, там плохо было, нельзя наслаждаться жизнью сейчас, потому что завтра будет больно. И ты замираешь. Выбираешь ждать вместо жить, потому что ожидание, оно безопасно, а жизнь нет. Твое хорошее, которое ты охраняешь, это, знаешь, вот, это иллюзия контроля. Пока ты ждешь, ничего не происходит, а значит, ничего страшного и не случится. Что тебе нужно сделать прямо сейчас, чтобы начать жить? Зайти в проживание арканов и проработать это в шуте. А по картам уезжай. Выбери направление и уезжай прямо сейчас. Не летом, никогда будет время, никогда денег накопишь, а вот сейчас. Потому что ты стоишь и на мир смотришь. В руках его держишь и видишь кучу разных дорог. И ни по одной ты не идешь, потому что выбрать-то страшно, потому что выбор — это действие, а действие — это риск. Вот хватит стоять. В любую точку тыкни на карте и двинься туда. Неважно куда, важно двинуться, понимаешь? Вот, например, давай возьмем меня, да? Сколько лет я хотел провести лето в деревне. Ну, если ты это видео видишь, то явно этим летом я не буду в деревне, да? Но это может же у тебя не обязательно там в Австралию лететь, да, в Антарктиду. Это может быть простая поездка на выходные. Например, там от города 2 часа езды. То есть место, где ты никогда не была. Если деньги есть, то билет купи. И уезжай, улетай. Смысл не в самой поездке, сразу говорю. Смысл в том, чтобы попку свою оторвать от места, где ты примерзла, и сдвинуться физически, чтобы сдвинуться внутри. Ты позади свои страхи оставишь. Хотя бы там на пару дней возьми домик в деревне, да? Копеечки стоит. Вот оставишь позади вот это все. Квартиру, вот где ты сидишь и ждешь. Бытовуху, рутину, которая тебе тюрьмой стала. Вот это ожидание, которое тебе жизнь заменила. И вот, знаешь, в дороге ты вспомнишь, как вот это жить прямо сейчас, не готовиться к жизни, а быть в ней прямо сейчас, в моменте. Вот смотреть там в окно машины, поезда, автобусы, неважно, и понимать, что вот оно происходит сейчас. Тебе не нужно лето, чтобы начать. Тебе нужен один билет в одно направление и решение поехать сегодня, а не когда-нибудь потом, даже если дождь. Движение, оно лечит замирание, понимаешь? А ты слишком долго стояла. Пора ехать, я думаю.